Так, приветствую всех, товарищи. Продолжаем проходить игру My Child Lebensborn. Пора покончить с этой игрой раз навсегда. Я вернулся наконец-таки. В комментариях напишу там всю ситуацию с моей болезнью и всем остальным. А сейчас давайте попытаться выбираться из той задницы и попытаемся наконец заставить Карину помыться. Доброе утро, милая. Готова встать? Да, все хорошо, точнее, все в порядке. Видишь, я встала. Может, ты все-таки согласишься? Играть она не хочет. Надо что-нибудь приготовить, что-нибудь такое этакое, чтобы поднять ей настроение. У нас же тортик есть же 65 рублей. Тебе уже пора? Хочешь, я сегодня останусь дома? Правда? Не обязательно. Если хочешь, посидим дома и отдохнем. Пожалуй. Тогда иди, если так надо. Не переживай, милая, я рядом. Хорошо. Спасибо. Не на работу? А, нет, я остался дома. Ну, вот и хорошо. Давай пошли. Погуляем чуть-чуть. Порыбачим. Рыбка? Рыбка у нас. Так, рыбка есть. И ягоды с грибами. Было весело, но я хочу домой порисовать. Прекрасно, пойдем домой порисуем вместе. Не надо, все нормально. Эй, родная, ты чего? Что? Да ничего, порисуй пока. Ну ладно. А тортиков ведь нет, твою-то мать. Я не голодная. Не хочешь есть? Я не голодная. Без еды у тебя не будет сил. Могу. Не хочу я есть. Новое воспоминание. Просто охренительно. И что нам делать? Так, прошу прощения за то, что оборвался. Блин, пришли. Пришли гости, нужно было поговорить. Тебе грустно? Да, мне грустно, ведь ты не желаешь ни есть, ни умываться, ни играть. Да, мне грустно. Извини.
Расскажешь мне, что случилось? Он сказал, чтобы я молчала. О чем ты не должна никому рассказывать? Я иду спать. Доброй ночи. Ай, я уже понял, это все из-за этой красномордой гориллы. Блин, мы даже не можем ничего. Да, нет, ни хрена, ё-моё, все очень плохо. Ты еще не проголодалась? Не очень. Пожалуйста, поешь ради меня. Ладно, только ради тебя. Хоть чуть-чуть поешь, ну, съешь грибочки. Или рыбку. Рыбка посытнее. Извини, что расстроила тебя. Ты не виноват. Прошу, расскажи мне, что случилось. Ничего не случилось. Все хорошо, правда. Можешь рассказать мне, когда захочешь. Обещаю, что не буду сердиться. Хорошо. Ничего не случилось, все хорошо. Я не буду тебя расстраивать. Чем ты хочешь заняться? Если хочешь, можем поиграть с мячиком. Новая запись в дневнике. Я вне себя от злости, но теперь стараюсь не показывать. Но тебе не стараюсь не показывать. Как они могут так жестоко с тобой поступать? Мне очень стыдно, что я что я за родитель, раз не могу защитить тебя. Но мне страшно противостоять целой школе. Это может навлечь куда худшие последствия. Теперь мне кажется, что любые риски, связанные с переездом в новое место, оправданы. Молю твоего отца о помощи. Надеюсь, нам удастся уехать отсюда. Всех снова приветствую. Мы продолжаем проходить игру My Child Lebensborn. Простите за несколько пауз постоянных. Извините, что-то не очень как-то. Только вернулся, и вот сразу как-то проблемы с записью. Такс. Вот, давайте вопросик. Это уже... Бутербродик мы дадим ей с рыбой, как я и предполагал. Сделаем так же. Да. Хорошо. Так, как, кстати, надо будет аккуратно убирать ответы, чтобы не показаться, чтобы я рассердился. Запись в дневнике как раз таки. Трогать ее не будем. Ладно, не будем ее трогать, если она так хочет. Надеюсь, нам удастся уехать отсюда. Я вне себя от злости, но тебе стараюсь не показывать. Как они могли
так жестоко, как они могут так жестоко с тобой поступать? Мне очень стыдно, что я за родитель, раз не могу защитить тебя. Но мне страшно противостоять целой школе, это может навлечь куда худшие последствия. Теперь мне кажется, что любые риски, связанные с переездом в новое место, оправданы. Молю твоего отца о помощи, надеюсь, нам удастся уехать отсюда. Так, давай, родная моя, пора тебя. Первым делом, я не хочу мыться. Милая, давай попробуем, ладно? Ради меня. Пожалуйста. Ладно, я постараюсь. Давай, родная моя. Готова? Чуть-чуть. Вот-вот. Ну вот-вот. Давай теперь пойдем поиграем. На улице как раз таки дома мы уже свободны. Поработаем чуть-чуть. Давай в мячик. Поиграем в что-нибудь, почему бы и нет. Давай. Надо тебя поднимать, тебе настроение. Хоть как-то. Что ж, теперь... Давай кораблик выпускаем. Здорово. Мне понравилось играть с корабликом. Чем займемся? Так, с тебя надо накормить. Один ход... У нас нечего готовить. В таком случае давай я сначала тебя накормлю перед сном. Молодец. А теперь пошли. Сейчас... Кстати, надо сменить ей прическу. Я об этом не забываю теперь. Вот так. Скоро уже спать. Скоро уже спать. Было бы здорово послушать сказку на ночь. Есть время почитать. Конечно. Здорово, спасибо. Разумеется, наконец-то она захотела сказку слушать. Ой, наконец-то она выспится. Наконец-то, товарищи, мы выбрались из этого полного кромешного ада. Привет. Я пошла в школу. Не думаю, что тебе следует туда возвращаться. О чем ты? Я не могу пропустить школу. Они на меня разозлятся. А как же школа и мой учитель? Забудь об этом, мы придумаем, как отсюда уехать. Останешься дома, пока я что-нибудь не придумаю. Никто не посмеет и пальцем тебя тронуть. Точно? Да, теперь все будет хорошо. Хорошо. Значит, я больше не увижу господина Сольхейма. Точно, тебе больше не придется с ним встречаться. Хорошо. Я останусь, если нужно. Так, родная моя, тортики, я не знаю, разрешили или нет. Я, ей-богу, бы еще на день остался бы. О, газета. О, письмо. Так много почты. Письмо, читать. Что за письмо, что в письме? Мне очень жаль, что у Карин возникли проблемы. Я могу отправить вам деньги, которые оставили ей мои родители. За это вы должны пообещать мне, что никогда не придется сюда. За это вы должны пообещать мне, что никогда не приедете сюда и не будете требовать алименты. Моя новая семья не знает о ребенке, и моя жена никогда не должна о ней услышать. Отец Карин готов помочь, вы можете переехать.
Новости. Президент Трумэн заявил, что США почти завершили постройку своего первого атомного судна. Означает ли это начало новой эпохи Соединенных Штатов? Увидим ли мы в США самолеты, электростанции и корабли, работающие на атомной энергии? Время покажет. Что стряслось? Что стряслось? Что-то случилось в школе? Ты бы хотел отсюда уехать навсегда? Правда? Было бы здорово. Мы переедем в замечательное место и начнем новую жизнь. Ясно. Значит, у нас будет новый дом? Новый дом далеко от школы? А как же Лив? Сможете писать друг другу письма? Я научу тебя. Это весело. Письма? Хорошо, я буду писать ей каждый день. Я буду скучать по Лив. Так мы и правда уезжаем? Да, или ты передумала? Нет. Я хочу уехать. Я пошла собираться, не хочу оставлять здесь свой мячик. Мы берем с собой мячик. Мы берем тебя с собой, мячик. Не бойся, мы уедем туда, где будет безопасно. В моей комнате тоже есть много вещей. Надо предупредить всех моих игрушек, чтобы они не волновались. Не бойся, лисенок. Мы берем тебя с собой. Мы едем туда, где будет безопасно. Ого, у нас так много вещей, да? Ну, мы собрались. А кушать будем? Мы ведь не взяли с собой еду. Конечно, конечно, родная моя. Покушать и привести тебя в порядок. Мы переезжаем на новое место. Знаю, я должна радоваться. Прости, все из-за меня. Не говори так. Ты все, ради чего я живу. Спасибо. Давай. Уже поздно. Мы правда завтра уезжаем? Да, мы уедем туда, где будет безопасно, и никто не причинит нам вреда. Мы переезжаем к моему папе? Пока что нет. Я скажу ей правду. Нет, прости, твой папа нас не приглашал. Ясно. А в новом месте нас точно никто не будет обижать? Не будет, обещаю. Мы едем в замечательное место, где можно много хороших людей. Прошу, не оставляй меня одну. Я никогда тебя не оставлю. Хорошо. Знаешь, завтра приезжает король. Я хотела его увидеть. Ох, малышка, на короля смотреть интересно, но ехать на поезде еще веселее. Мне нравятся поезда, но король ведь настоящий герой. Мы можем спрятаться в лесу и посмотреть на него оттуда, а нас никто не заметит. Ладно, но сразу после этого уезжаем. Правда? Ой, какая радостная.
Ладно, ох, надеюсь, там нас никто не увидит. Спокойной ночи. В дневнике новая запись. Ну что ж, а вот и конец. А что это такое? Вам нужно написать заявление об увольнении. Старая фабричная дорога 500-365 Фагерстан написать. Хочу официально заявить о своем увольнении. Спасибо, что дали мне возможность у вас поработать. Ваша фабрика была одним из немногих мест, где ко мне относились с участием и добротой. Мы уезжаем из города в поисках более доброжелательного места, где мы сможем вырастить Карин. Где может вырасти Карин. Всего вам хорошего. И прочтем последнюю запись. 14... Нет. «14 июня. Это последняя капля. Прости меня. Моя главная задача — защитить тебя. Но все без толку. Я знаю, что учитель над тобой издевался. Но чтобы такое... Теперь мы Теперь ты даже не даешь мне себя обнимать. Мы обязаны. Мы непременно уедем отсюда. Как можно скорее. Я сделаю все возможное, обещаю. 17 июня. Твой отец ответил. Ты уже знаешь, что твой отец передал нам кое-какое наследство от своих бабушки и дедушки. Прости, но не все так просто. Он попросил, чтобы ты никогда не приезжала к нему или твоим братьям в Германии. Его жена о тебе не знает, и он хочет, чтобы все оставалось как есть. А еще мне пришлось пообещать, что ни я, ни твоя мать не будет претендовать на пособие для ребенка. Только в этом случае он пришлет деньги. Мне жаль, что мы не увидимся со своими... что ты не увидишься со своими братьями. Но нам срочно нужно уезжать отсюда. Надеюсь, ты простишь меня и сможешь понять мои решения. А вот он и финал. 17 июня. Последний день, скорее всего. Простите, отошел ненадолго. Так, надо поспешить, а то не увидим короля. Пойдем в лес, сможем спокойно посмотреть на него оттуда. Я немного волнуюсь, но ты ведь меня защитишь. Ну пошли. Перестань. Она отказывается. Посмотри, отсюда с опушки все видно. Здесь безопасно, самое место для таких троллей, как я. Все мы тролли, просто никто не хочет этого признавать. Мы все тролли? Ну, хочешь сказать, ничего не понимаю. Мне уже почти 8, а я, как маленькая, думала, что в школе будет интересно, до твоего предупреждения. Правда, я испугалась. До того, как пойти в школу, я хотела больше общаться с людьми, завести много друзей, чтобы с ними играть. Но почти все дети и взрослые плохие. Тебе хотелось, чтобы я доверяла людям, но теперь у меня вряд ли получится. Даже господин Берг ушел. Может, Лив можно верить? Я верю тебе, я всегда могу тебе доверять. Тебе удалось узнать кое-что о моих родителях. Жаль, что больше ничего не известно. А еще, мне кажется, что ты что-то от меня скрываешь. Скоро уезжаем. Не хочу сюда возвращаться, никогда. Мы ведь уедем туда, где будет лучше.
Просто нам очень не везло. Мы найдем место получше. Да, улыбнись миру, и он улыбнется в ответ. Мы справимся. Мне все еще страшно. Ведь дома было безопасно, я всегда была рядом с тобой. Надеюсь, мы переедем туда, где нам будет хватать еды. Может, денег у нас и немного, но я всегда буду рядом. Ладно. Ой, он приехал, я их слышу. Идем посмотрим. Я вижу короля, вон он. Эх, вот бы можно было подойти ближе. Они на нас разозлятся, особенно на меня. Все его любят. Мир жесток. Тихо, секундочку. Да не так. Ой, блин. Вот скринчик. Теперь я хочу уйти. Ну, пойдем, Карин. Наконец-то она улыбнулась. Вы с Карин перебрались в другую губернию Норвегии в надежде на лучшую жизнь. Что произошло дальше, мы не узнаем. Возможно, вам повезло, и детство Карин было счастливым. Если нет, история повторится. Судьбы многих таких детей сложились ужасно. Большинство утратило любую веру в людей, в Бога и в норвежское правительство. Туве Лайла. Год рождения 1941. Мать меня била, отчим издевался надо мной и однажды пытался задушить. Тогда я убежала к хорошим соседям, они видели, что жилось мне несладко и решили меня защитить. Торлеев. Год рождения 1942. У меня была мама, правда, когда она выходила замуж второй раз, ей пришлось на время отдать меня в приют, но закончилось все хорошо. Герда. Год рождения 1942. Мое детство было очень трудным, я рано поняла, что нужно бежать из Норвегии от преследовавших меня там осуждений. И преследовавшего меня там осуждения. Йорун. Год рождения 1943. Все выжившие счастливчики большинству. Большинству повезло намного меньше. У меня была двоюродная бабка, чудесная женщина, такую бы каждому ребенку. Спасибо, что подарили этому ребенку веру. Больше информации о событиях в игре можно найти здесь. Вы пережили нечто похожее на событиях в игре и хотите обсудить свой опыт. На этой странице мы собрали, получается, как-то ссылки или что-то такое. Ой. Это ужас. Ей-богу. Эта игра... Ей-богу, может показаться, что это просто обычная игрулька. Ну, не знаю, это единственная, по правде, игра, которая вызвала у меня огромное количество эмоций. Конечно, большую часть вы не увидели, потому что я, конечно, ее скрыл. Я ее вырезал. Но это... Ой, это полный ужас. И именно благодаря подобным играм и вообще сейчас времени, которое я сейчас прожил, веру в людей я во многом утратил. От того, что видел именно. Тут правда именно. Я вот утратил веру в людей. Потому что все люди просто превратились в настоящих животных, только думающих только о своем выживании, готовы тебе перегрызть глотку. Ладно, не будем об этом. Надеюсь, вам понравилось. Мне приятно было пройти эту мини-игру. Она довольно надолго у нас задержалась. Буду надеяться, ее по правде увидит еще больше людей, и может вы захотите. Да, быть ничего еще хуже еще ничего не может. Нормальненько.
Я просто не могу нормально записать видеоролик, это просто отлично. Потрясающе. Ой, наконец-то заканчиваем. Ну, свою речь именно заканчивать надо все-таки. Ой, дел просто по горло постоянно дергают. Раз за разом, ей-богу. Ой, такими темпами я вряд ли смогу нормально обновлять канал. Ой, боже. Постоянно бы. Вот. Из-за этого тут такая вот... По поводу разочарования в людях, можете забыть, это уже лично уже мое именно мнение. Ну, потому что, серьезно, тут даже без этой игры можно понять, насколько люди являются сволочами, можно так сказать, большинство из них. Ладно, не будем о плохом. Ну что ж, вот и очередная наша игрулька заканчивается, и теперь мне придется сидеть искать новую. Да, придется сильно попотеть, чтобы найти новую какую-то интересную игру, потому что это, кажется, одна из единственных игр интересных, которые я смог найти на телефоне. Все остальные игры, ну, так скажем, не очень подходят, так скажем. Ой, что самое неприятное. То, что часть из них на английском языке, и русского в них нет даже субтитров. И много другого и крайне сильно огорчает. Ну ладно, ничего, выберемся. Как же я все-таки рад вернуться. Наконец-таки в комментариях я напишу там, как я уже говорил в начале, что произошло и что там у меня по поводу моего здоровья. И я сейчас постараюсь сделать видеоролики как можно чаще. Сейчас сразу же пойду следующий видеоролик записывать, чтобы пополнить канал сразу несколькими. Все-таки надо потихоньку канал оживлять. Просто так все становится все больше, не хочется вас разочаровывать. Хочется как-то хотя бы ответить на всю вашу такую активность, которую вы проявляете. Спасибо вам большое за это. Это мотивирует меня продолжать именно, несмотря на все эти проблемы с болезнью и всем остальным. И с тем, что YouTube постоянно меня отправляет в самые низы за то, что я ухожу постоянно и мало снимаю. Заглядывайте в описание, там будет ссылочка на мой Discord сервер и на Discord сервер по Доки-Доки. Буду рад вас там видеть. Не забывайте, пишите в комментариях мнение. Ну, думаю, мнение вы можете нам написать. Если что, можем поболтать именно, просто поговорить именно, ну, насчет новых игр. Может, предложение у вас есть новых игр, например. Буду очень признателен узнать у вас о новых интересных игрульках, которые можно пройти на телефоне. Вот. И... Ой, и, кстати, вот что. Вот. Чуть что забыл сказать по поводу комментариев. Ну, еще, кстати, может, посоветуйте мне еще какие-нибудь способы именно улучшить качество на телефоне. Вот что. Потому что я вот сижу, пытаюсь найти что-то. Может, вы можете мне помочь. Если вы прям знаете, хорошо знакомы с съемкой на телефоне. Вот. И, разумеется, не забывайте же ставить лайки или дизлайки, свое мнение говорить о видео, и жмите на кнопочку подписаться на колокольчик, разумеется, чтобы и о новых видео узнавать, и пополнить нашу маленькую, но крепкую семью. И с вами я, конечно же, не прощаюсь. Оставайтесь людьми, несмотря ни на что.